Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске супертайфун Синлаку обрушился на Северные Марианские острова, серия разрушительных штормов и торнадо в Канзасе и Миннесоте, весеннее половодье в Алтайском крае, сильное землетрясение в штате Невада, а также масса других событий. Супертайфун Синлаку, признанный самым мощным тропическим циклоном на планете с начала 2026 года, обрушился на Сайпан и соседний остров Тиниан в содружестве Северных Марианских островов. Стихия достигла пика своей силы поздно вечером во вторник, когда глаз шторма прошел непосредственно над островами. На момент выхода на сушу Синлаку соответствовал 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра достигали 85 метров в секунду или около 300 км в час. Скорость устойчивого ветра при этом составляла порядка 230-240 км в час. Власти Сайпана сообщили о критической ситуации в городе. Потоки воды проникли даже в бетонные дома. Ураганный ветер срывал крыши и валил деревья, что сделало проведение спасательных операций в ночное время практически невозможным. На островах зафиксированы массовые отключения электроэнергии, разрушение деревянных построек и затопление из-за штормового нагона и проливных дождей. Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации для Северных Марианских островов и Гуама, что позволило привлечь федеральную помощь и направить в регион сотрудников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях для ликвидации последствий. Метеорологи отмечают необычность столь мощного шторма для апреля. Традиционно пик сезона тайфунов в западной части Тихого океана приходится на период с лета по осень. Ученые связывают аномальную силу Синлаку с высокой температурой воды в океане, что послужило топливом для стремительного усиления циклона. На соседнем Гуаме, где расположены стратегические военные объекты США, также был введен режим повышенной готовности. Персоналу предписали оставаться в укрытиях из-за угрозы наводнений и разрушительных ветров. К утру 15 апреля тайфун начал медленно смещаться на северо-запад, оставляя после себя опустошенные территории, которые до сих пор не полностью восстановились после супертайфуна Юту 2018 года. В индийском штате Чхаттисгарх произошла крупная авария на теплоэлектростанции, принадлежащей компании Vedanta Limited. Днем во вторник в котельном блоке предприятия в округе Сакти прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали не менее 14 человек. Трагедия случилась около 14:30 по местному времени в деревне Сингитараи, когда многие рабочие находились на перерыве. По данным следствия, причиной инцидента стал разрыв трубы одного из паровых котлов, спровоцированный перегревом оборудования. Взрывной волной и выбросом раскаленного пара были травмированы десятки людей. Сообщается о более чем 40 пострадавших, многие из которых находятся в критическом состоянии с тяжелыми ожогами в больницах городов Сакти и Райгарх. Власти распорядились немедленно остановить работу всех котельных блоков станции для их охлаждения, что необходимо для безопасного доступа спасателей к разрушенным конструкциям, под которыми могут находиться люди. В округе Черчилль в штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,7, которое стало одним из самых сильных в регионе за последние 1,5 года. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 20 километрах к востоку-юго-востоку от города Сильвер-Спрингс и в 24 километрах к юго-западу от Фоллана, в районе горного хребта Dead Camel и водохранилища Лохантан. Очаг залегал на малой глубине, всего 5 километров, что способствовало отчетливому ощущению вибрации на значительной территории. Тряска продолжалась около минуты и сопровождалась громким гулом. Ее почувствовали не только в Рино и Карсон-Сити, но и в некоторых районах Северной Калифорнии, включая Сакраменто и район залива Сан-Франциско. Несмотря на ощутимую силу события, власти округов Лайон и Черчилль сообщили об отсутствии серьезных разрушений инфраструктуры и пострадавших. В местных магазинах на полках были зафиксированы случаи падения товаров, однако целостность больниц, школ и транспортных систем не нарушена.
За основным толчком последовала серия авторшоков. По данным сейсмологической лаборатории Университета Невады в Рино, в первые часы было зарегистрировано более 100 повторных толчков, магнитуда крупнейшего из которых составила 3,6. Специалисты отмечают, что сейсмическая активность в зоне Уокер-Лейн является ожидаемой, и авторшоки могут продолжаться в течение нескольких недель. В Алтайском крае продолжается активная борьба с весенним половодьем, вызванным резким потеплением и обильным снеготаянием. По последним данным, сложная гидрологическая обстановка сохраняется в нескольких муниципалитетах, где под воздействием талых вод остаются 156 жилых домов и 372 приусадебных участка. Основной удар стихии пришелся на низинные районы, где естественный сток воды затруднен особенностями рельефа и промерзанием почвы. Для минимизации ущерба и оказания помощи населению развернута группировка сил и средств. В пострадавших населенных пунктах организована непрерывная работа по откачке воды с помощью насосных станций и мотопомп. Возводятся временные насыпные дамбы и прокладываются водоотводные каналы. Сотрудники ведомств проводят подомовые обходы для оказания адресной помощи маломобильным гражданам, при необходимости обеспечивая доставку продуктов питания и медикаментов. Параллельно с этим ведется постоянный мониторинг уровня воды в реках и состояния гидротехнических сооружений. Несмотря на то, что в ряде районов уже наблюдается динамика к снижению уровня воды, спасатели остаются в режиме повышенной готовности. В Амурской области произошло столкновение почтово-багажного поезда номер 989 с сообщением Владивосток-Москва с грузовым автомобилем, перевозившим сою. Инцидент случился на регулируемом железнодорожном переезде станции Архара Дальневосточной железной дороги. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, виновником аварии стал водитель зерновоза, гражданин КНР, который выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Несмотря на то, что машинист локомотива применил экстренное торможение, из-за недостаточного расстояния удара избежать не удалось. В результате столкновения произошел сход одной колесной пары электровоза, однако вагоны остались на рельсах. Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. Задержек в движении других пассажирских поездов не возникло. Удар нанес ущерб железнодорожной инфраструктуре, повреждены светофор и шпалы, также зафиксированы повреждения передней части локомотива. Мощная волна штормов и торнадо обрушилась на округа Франклин и Майами в штате Канзас и ударила по населенным пунктам. Основной удар пришелся на города Оттава и Хиллсдейл, где зафиксированы наиболее масштабные последствия. В округе Франклин 3 человека получили легкие травмы, однако в самой Оттаве обошлось без пострадавших, несмотря на то, что значительная часть города погрузилась во тьму из-за массовых обрывов линий электропередачи. Намного критичнее ситуация сложилась в Хиллсдейле. Там повреждено около 100 жилых строений, при этом от 50 до 60 домов либо полностью уничтожены, либо имеют критические повреждения. Стихия затронула практически каждого жителя поселения. Представители местных властей настоятельно призывают граждан минимизировать поездки по пострадавшим районам и соблюдать крайнюю осторожность вблизи оборванных проводов. По предварительным прогнозам, на полное восстановление базовой инфраструктуры потребуются недели, а ремонтные и строительные работы в жилом секторе займут долгие месяцы. Вечером 13 апреля на южную часть штата Миннесота обрушился мощный погодный фронт, ставший первым серьезным испытанием в новом сезоне экстремальной погоды. Национальная метеорологическая служба подтвердила прохождение как минимум 3 торнадо, которые нанесли локальный ущерб сельскохозяйственным постройкам и инфраструктуре. Один из наиболее заметных смерчей был зафиксирован в районе города Труман. Вихрь проследовал на восток в сторону Амбоя, сорвав двери гаражей и повредив крыши на нескольких фермах. Еще 2 торнадо наблюдались южнее города Элмора и в окрестностях Матавана. Помимо торнадо, регион столкнулся с массированным градом, размеры которого в ряде населенных пунктов достигали около 9 сантиметров в диаметре. Жители Феррибо, Аватонны и Морристауна сообщали о граде размером 7-8 сантиметров. Стихия привела к многочисленным повреждениям автомобилей и окон в жилых домах. Проливные дожди, сопровождавшие грозы, вызвали резкий подъем уровня воды и локальные подтопления, что заставило власти выпустить предупреждение
предупреждения о внезапных наводнениях для округов Blue Earth и Rice. Несмотря на значительный материальный ущерб, сообщений о погибших или тяжело пострадавших не поступало. В индийском штате Химачал-Прадеш на стратегически важной дороге Бакхейгар-Чанджу в округе Чурах произошел обвал скальной породы. Инцидент привел к полному параличу транспортного сообщения в регионе. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря бдительности местных жителей. Заметив первые падающие камни, они успели предупредить водителей и остановить движение непосредственно перед основным обрушением склона, что позволило избежать человеческих жертв. В результате образовавшегося завала деревни Чанджу и Дехра оказались в полной изоляции, лишившись связи с внешним миром, а на подъездах к месту обвала образовались многокилометровые заторы. Оползень также сорвал планы сотен паломников, которые направлялись к почитаемому храму Чанджу-Мата для празднования одного из главных фестивалей – Вайсакхи. В ходе расчистки завалов произошел повторный камнепад, при котором крупный обломок скалы повредил экскаватор и травмировал оператора. В настоящий момент специалисты Департамента общественных работ продолжают расчистку пути, однако точные сроки восстановления проезда остаются неизвестными, в связи с чем власти настоятельно призывают автомобилистов заранее планировать поездки и использовать альтернативные маршруты. Утром во вторник на территории штаб-квартиры крупнейшего китайского производителя электромобилей BYD в районе Пиншань города Шэньчжэнь вспыхнул пожар. Возгорание произошло в многоуровневом парковочном гараже, расположенном на территории заводского комплекса номер 20. На место происшествия были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения, которым удалось локализовать и полностью потушить огонь в течение нескольких часов. Согласно официальному заявлению компании BYD, пострадавшая площадка использовалась исключительно для хранения прототипов, тестовых экземпляров и списанных автомобилей, подлежащих утилизации. Представители автопроизводителя подчеркнули, что инцидент не затронул основные производственные цеха, склады готовой продукции или автомобили, предназначенные для клиентов. В результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Предварительное расследование местных властей и пожарных служб исключило версию о самовозгорании тяговых батарей или дефектах в конструкции серийных электромобилей. Предполагается, что сотрудники стороннего подрядчика при демонтаже неиспользуемого оборудования случайно подожгли изоляционные материалы. На город Арвайхейр, административный центр Аймака Увер-Хангай в Центральной Монголии, обрушилась пыльная буря, сопровождавшаяся шквалистым ветром. Стихийное бедствие стало частью масштабного атмосферного фронта, охватившего центральные и южные регионы страны в середине апреля. В Арвайхейре видимость на дорогах и в черте города серьезно снизилась. Местные власти временно ограничили движение транспорта и призвали жителей не покидать свои дома. Порывы ветра достигали значительной силы, поднимая в воздух огромные массы сухого грунта и песка. Ситуация в Аймаке Увер-Хангай осложнилась тем, что пыльная буря совпала с периодом весеннего выпаса скота. Местные пастухи-кочевники столкнулись с трудностями при поиске и защите животных, так как плотная пылевая завеса затрудняла ориентацию на местности. Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии отметило, что весенние бури в 2026 году участились из-за климатических изменений и нехватки осадков в зимний период. В объективы авиационных споттеров на британской авиабазе Милден-Холл попал воздушный танкер KC-135R Stratotанкер, чей фюзеляж буквально усеян следами временного ремонта после попадания иранской ракеты. Самолет с бортовым номером 59-1444 принадлежит 121-му авиакрылу заправщиков Национальной гвардии штата Огайо, базирующемуся на авиабазе Рикенбейкер. Согласно данным из открытых источников и сообщениям в СМИ, самолет получил повреждения в ходе массированного удара иранских баллистических ракет и дронов по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии. Сообщается, что инцидент произошел в середине марта 2026 года, когда иранские силы нанесли удар по тыловым объектам, обеспечивающим дозаправку и координацию американской авиации.
По предварительным данным, в ходе атак 9 и 27 марта на этой базе были уничтожены самолет ДРЛО И-3 Sentry и повреждены как минимум 5 заправщиков KC-135. Танкер смог самостоятельно вылететь из Саудовской Аравии и через промежуточные пункты добраться до Великобритании. Теперь борту 59-14-44 предстоит длительный и дорогостоящий капитальный ремонт. Сильные ливни, обрушившиеся на административный центр провинции Лампунг, вызвали масштабное наводнение, которое фактически заблокировало движение в ключевых районах города Бандар-Лампунг. Основной причиной стихийного бедствия стали экстремальные осадки, с которыми не справилась городская дренажная система, забитая мусором и суженная из-за плотной застройки. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на улице Картини, где уровень воды поднялся выше колена, что привело к массовым поломкам автомобилей и мотоциклов, пытавшихся преодолеть водную преграду. В ряде жилых кварталов ситуация оказалась еще серьезнее. В низинных районах города вода зашла в дома, что заставило местных жителей спешно поднимать ценные вещи на верхние полки и вторые этажи. По данным метеорологического агентства, интенсивность дождя была крайне высокой. В сочетании с разливом реки Вай-Кабул это привело к резкому подъему уровня воды. В соседнем округе Западный Лампунг разбушевавшаяся стихия разрушила мост в районе Вай-Тенонг, полностью парализовав транспортное сообщение для местных общин. На данный момент экстренные службы провинции переведены в режим повышенной готовности. Жителям настоятельно рекомендуется избегать низменных участков. В Дагестане на видео засняли нешуточную драку двух ежей, которые в пылу сражения совершенно игнорировали находящийся рядом автомобиль и его сигналы. Ежи сцепились в клубок, активно толкая друг друга и пытаясь укусить оппонента за незащищенные иголками места. Водитель, ставший невольным свидетелем конфликта, решил вмешаться, однако даже его присутствие не сразу охладило пыл дуэлянтов. Мужчине пришлось буквально разнимать ежей и разгонять их в разные стороны от дороги. Только после этого колючие бойцы скрылись в траве. Сильные ливни привели к масштабным наводнениям и разрушениям в Анголе. Наиболее серьезно пострадала провинция Бенгела. В результате разлива реки Кавако, вызванного разрушением защитной дамбы, были затоплены жилые районы, сельскохозяйственные угодья и инфраструктура. Под водой оказались районы Калуманга, Массангарала, Кател и Санта-Тереза. Жители были вынуждены покидать дома и искать убежище, в том числе на крышах. Сообщается о погибших и пропавших без вести. В провинции Луанда 1 человек погиб, 2 числятся пропавшими, затоплены сотни домов, пострадали не менее 1400 человек. В районе Колумбо зафиксирована еще одна смерть в результате утопления. Нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение между Бенгелой и Лабиту, частично разрушены мосты. Более 45 тысяч семей остались без электроэнергии из-за повреждения линий электропередачи. Также возникли перебои с водоснабжением после обрушения ключевой инфраструктуры. В западной части штата Нью-Йорка, на территории живописного парка Честнат-Ридж, находится одно из самых парадоксальных явлений природы – водопад Вечного огня. Это место, расположенное в заповеднике Шейл-Крик примерно в 25 километрах от Буффало, ежегодно притягивает тысячи туристов своим уникальным контрастом. Прямо за ледяными струями воды в небольшой скальной нише танцуют языки золотистого пламени. 9-метровый водопад обязан своим названием природному газу, который просачивается сквозь глубокие трещины в сланцевых породах. Хотя огонь иногда гаснет из-за сильных порывов ветра или ледяных брызг, туристы часто зажигают его снова, поддерживая легенду о его вечности. Подходя к гроту, посетители часто отмечают характерный запах сероводорода, напоминающий тухлые яйца, верный признак того, что газ выходит на поверхность. Однако главная интрига заключается не в самом факте горения, а в его геологической природе, которая ставит ученых в тупик. Традиционно считается, что природный газ образуется при распаде органических остатков в сланцах при колоссальном давлении и температурах не ниже 150-200 градусов Цельсия. Но исследования показали, что породы под водопадом Честнат-Ридж слишком холодные для такого процесса. Их возраст и глубина залегания не предполагают столь интенсивного нагрева.
Согласно одной из гипотез, за формирование газа могут отвечать особые катализаторы, такие как железо или никель в недрах скал, способствующие химической реакции даже при низких температурах. Пока окончательных доказательств этой теории нет, водопад остается редким природным парадоксом, где законы физики уступают место завораживающему зрелищу единства льда и огня. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.